Сегодня мы поговорим о том, сколько инфарктов может выдержать организм, с комментарием врача-кардиолога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна, все варианты помощи в описании. Ну тогда начнем. Почему кто-то переносит по 3 инфаркта, а кто-то сразу умирает? Если у человека в течение длительного времени происходит медленный рост бляшек в коронарных сосудах сердца, это означает, что у него медленно прогрессирующая стенокардия. И за время долгого прогрессирования стенокардии в сердце человека успевают развиваться коллатерали, обходные дополнительные сосуды, которые в момент инфаркта миокарда смогут обеспечить продолжение кровоснабжения сердца, в результате чего смерть не наступит. Такой сценарий чаще всего характерен для пожилых людей, у кого в анамнезе уже долго наблюдается стенокардия. Внезапная сердечная смерть чаще характерна для молодых людей, у кого тромбоз коронарных сосудов произошел впервые, особенно если это крупные сосуды, а значит и участок некроза, гибели сердечной стенки окажется обширным. Выживаемость после инфаркта специалисты обычно анализируют на протяжении 1 года, 3, 5 и 8 лет. Так установлено, что если у пациентов нет нарушения функции почек или сахарного диабета, то практически все они доживают до 3-летнего срока после перенесенного инфаркта. Отдаленная выживаемость в значительной степени зависит от качества оказываемой помощи и вида лечения, выбранного на госпитальном этапе. По данным исследования, среди всех пациентов с инфарктом миокарда 8-летняя выживаемость составила 15% после использования тромболизиса и 13% черезкожных коронарных вмешательств. Наибольший риск смерти приходится на первый год жизни после инфаркта – до 32%. Основные причины – повторный инфаркт – 37%, хроническая ишемическая болезнь сердца – 21%, внезапная сердечная смерть, тромбоэмболия легочной артерии и острое нарушение мозгового кровообращения, то есть инсульт, в зависимости от препаратов, которые принимают пациенты после инфаркта. Срок жизни тоже отличается. Доказано, что прием бета-блокаторов снижает смертность с 60% до 24% на протяжении 5 лет. Отправляйте пост друзьям, родным и близким, эта информация будет всегда актуальна. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!